Добро пожаловать, мои хорошие, мои дорогие слушатели. Очень рад вас приветствовать. Очень рад, что мы снова вместе. Я сегодня подготовил для вас просто потрясающую тему, но она как бы о тех неизбежных ошибках, которые происходят на пути нашего освобождения, на пути пробуждения. И к ним нужно быть готовым, и к ним нужно относиться с пониманием. Ну, как говорят, предупрежден, значит уже вооружен. Вооружен против этих ошибок. Две основные ошибки, которые подстерегают ищущего на пути, такие, которые могут длиться годами, это первая – это привязанность к пустоте. Вторая – это то, что мы называем расщепленное эго. Я буду говорить сегодня о второй ошибке, потому что у исследователей она встречается гораздо чаще. То есть так как мы практикуем несколько путей, то как раз вот я давал вам в прошлом видео совершенно потрясающий путь любви. Вот путь любви, он избегает обе эти ошибки. Потому что он очень плавный, он ориентирован на любовь, и он не предполагает вот этой медитации на пустоту. Потому что медитация, я вам уже рассказывал, это всегда внимание, направленное на отсутствие присутствия, на пустотный аспект проявленного. И когда открывается вам вот эта пустотность, как мы ее называем, первого фрактала, великая пустота, очень часто она абсолютизируется, то есть она полагается истиной, она полагается источником, она полагается началом. И начинается вот этот захват этой пустоты как абсолютной реальности. И вот это называется привязанность к пустоте. То есть никогда вы медитируете, никогда вы практикуете, никогда вы в ней отдыхаете, а когда вы ее наделяете абсолютной реальностью, этот аспект. Начинается привязанность, потому что эго не искоренено, оно не ушло. Именно эго привязывается к этой пустоте, как к абсолютной реальности. Но эта тема больше, и она популярна, как бы ее рассматривают в традиции дзен-буддизма, в других медитационных традициях, где именно практику медитации, практику вот этого внимания на пустоту полагают главной в своем учении. Поэтому они имеют вот это даже называется дзенская болезнь, привязанность к пустоте. Я же с вами сегодня хочу поговорить о более такой распространенной вещи, которая встречается у всех ищущих, у которых происходит опыт сознания, у всех без исключения. Опыт сознания сегодня может произойти даже просто, когда вы слушаете сатсанг или какого-то учителя, мастера. Кроме того, дается вам много практик выхода на сознание, потому что это действительно глубочайший и важнейший мистический опыт. Вот я уже дал вам минимум 3 практики, благодаря которым, если вы будете практиковать то, что говорится, вы выйдете на опыт сознания. Я еще дам пару, так как это базовый мистический опыт, который называется пробуждение, потому что пока сознание не проснется к само себе, оно будет снить сны о себе в собственном содержании, то есть находить себя как живущего в собственном содержании.
Поэтому это считается у нас, ну, такой, ну, это действительно это является пробуждением. Но после первого проблеска узнавания происходит закрытие. Как правило, я возвращается как живущий, как обладающий, как притязающий и хочет этот опыт захватить как мое пробуждение. Это не всегда таковой мотив. Не думайте, что это так вот всегда так. Часто это просто возврат неких тенденций к этому живущему. Опыт этот закрывается. Но, будьте внимательны, здесь важный момент, он начинает описываться в сознании как некое истинное «я», как некое сознание. То есть незаметно совершенно для вас у вас в сознании появляется сознание. Это очень распространенная вещь, поэтому будьте внимательны. И «я» начинает возню с этим сознанием. То есть у нас появляется истинное «я», сознание, и ложное «я», эго. И начинается вот это иногда война между ними, иногда я должно уйти, чтобы это сознание раскрылось и так далее. Начинается вот эта возня внутри сознания. Это не совсем ментал. Ментал может даже капитулировать. Ментал может говорить: я не в состоянии описать этот опыт. Я не в состоянии постичь это. Я сдаюсь. И это может быть от лица ментала, но вы заметьте, что уже что-то имеется в виду, как найденное сознание. Это и есть ошибка. Когда вы падаете как бы в этот мистический опыт сознания, в нем нет опыта. В нем нет того, что вы можете назвать сознанием. В нем нет отдельности от содержания. Но сейчас у вас появляется уже второе эго. Сознание вновь описывает себя. Но теперь не как я, не как это наше стандартное я, а как некое истинное я, некое сознание, к которому нужно стремиться вернуть его, тем более вы уверены, что это оно и есть. Вы не замечаете эту подмену, и это нормально. Вот это мы у нас в учении называем расщепленное «я». Это не фантазия, это описание в сознании опыта. Опыта сознания, в котором не было никакого опыта сознания. Поэтому, именно поэтому каждый опыт в сознании является опытом сознания. Именно поэтому ничего, появляющееся в содержании, никогда не вступит в противоречие с сознанием. Потому что у сознания нет никакого сознания. А сознание, появившееся в сознании, мы называем эго. И вот у нас есть традиционное эго, которое якобы должно уйти. И теперь подлинное, истинное сознание, которое должно остаться. Вы уже понимаете, да, куда я веду? Что это два ложных «я». Два, можно сказать, равноценных эго. И отпускать вам придется их оба. Это неизбежная ошибка, которая возникает. Я не знаю ни одного человека, который бы не попался в эту иллюзию этого сознания, в это описание. Поэтому мы должны осознавать, что возникает неизбежно описание этого опыта, и неизбежно возникает
претензия на обладание этим опытом. Это так и звучит, как я пробудился, вот у меня есть пробуждение. А что такое пробуждение? Это некий опыт сознания. Это все уже приходит после того, как истинный опыт сознания закрылся. Как после того, как возникает уже ложное сознание сознаний. Только теперь их два. Они могут начать войну между собой. Очень серьезную войну. Потому что вы убеждены, что одно должно уйти, а второе остаться. Но они оба липовые. Они оба не настоящие. И я очень хочу, чтобы вы услышали это, не боялись этого, а осознавали, что это описание сознания появляется в сознании и не является сознанием. Иначе мы опять имеем конфликт в рамках содержания сознания. У нас снова что-то истинное, что-то ложное, что-то должно уйти ради чего-то другого. В истинном сознании, которое открывается вам как пробуждение, нет расстояния между сознанием и его содержанием. Нет конфликта, нет противоречия, потому что сознание – это не часть содержания. Поэтому вот это возникновение этой возни, этого конфликта должно насторожить вас, что это борьба двух эго. Вот эта проблема или ошибка, она называется расщепленное эго. По сути, эго начинает борьбу с самим собой. Если вам это не подсказать, вы будете убеждены, что эта возня к чему-то продуктивному приведет. И теперь, в отличие от того первого раза, когда у вас случился опыт сознания, отпускание эго, вот этого ложного, не будет вести к опыту сознания, потому что будет страховать вот это второе ложное сознание, которое вы полагаете истинным «я». И вот оно будет открываться и закрываться. И вам будет казаться, что ваша борьба с эго имеет какую-то перспективу. Поэтому вот сегодняшнее видео я посвятил этой теме, потому что мы уже даем вам коаны, практики по выходу в опыт сознания. И поэтому у вас неизбежно произойдет его описание. И я хочу, чтобы вы не завязли в этой возне двух этих «я». Они равнозначные. Одно появилось, это как сознание нашло себя как субъективность, а теперь сознание нашло себя как само сознание, как истинное сознание. Не верьте этому, это все игры внутри разума, или можно сказать большого ума. Это не совсем ментальные спекуляции, которые вы, возможно, хорошо различаете. Это уже игра внутри самого сознания. Поэтому ваш ментал может говорить: я это не могу описать. Но если вы присмотритесь, уже есть это. Есть то, что он не может описать. И вот то, что он не может описать, не может быть сознанием. Это опыт, помещенный в содержание. И в дальнейшем вы сможете отпустить
и его тоже, осознав, что это является такой временной отсрочкой перед пробуждением. На этом я хочу закончить сегодняшнее видео, сегодняшнюю беседу. Я думаю, оно крайне полезно, чрезвычайно полезно, потому что оно говорит о неизбежных ошибках и препятствиях на пути. Я искренне надеюсь, что вы его посмотрите, и искренне надеюсь, что некоторые узнают свою многолетнюю проблему. Я очень хочу, чтобы вы были трезвыми, осознанными и не попадались в эти изощренные ловушки ума или сознания. Спасибо вам. А сейчас минуточку тишины. Еще раз спасибо. До новых встреч. Я думаю, следующее видео будет более интересным, но это видео, наверное, навсегда останется одним из самых полезных для вас. Спасибо.